Привет, увлеченные звуком друзья! Сегодня я вам хочу показать видео, посвященное различию картриджей для грамзаписи. Мне удалось собрать некоторую коллекцию картриджей, точнее 4-5 картриджей, которые я измерил с помощью измерительных пластинок, которые у меня есть, и готов представить вам результаты. Сразу скажу, что я глубоко расстроен, серьезно расстроен. То есть сломалась еще одна легенда, с которой я жил, во всяком случае, в молодые годы, в то время, когда эти пластинки для меня были совсем актуальны. Если сейчас это как бы шалость, то блажь, то тогда это был единственный способ добычи музыкальной информации. И пластинки для нас являлись оригиналом, то есть исходником, неоспоримым исходником. У нас не было другого шанса получить звук в качестве более высоком, чем этот, и наиболее приближенный к оригиналу, который когда-то был записан нашими любимыми исполнителями. То есть это было непререкаемый авторитет. Пластинка – это пластинка. Все, что с нее пишется, это вторично, причем глубоко вторично, потому что магнитофоны, я напомню коротко, сейчас это вообще не актуально, но я знаю, есть еще апологеты магнитофонной записи. Они имеют просто море недостатков, которые бесконечно отдаляют звучание этих самых магнитофонов от оригинала. А пластинка, как я полагал, это пластинка, все. Есть разная масса, согласен. То есть на юговской массе оно звучит попроще, предварительно скажем, на каких-то полидорах и прочих оно звучит абсолютно оригинально и неоспоримо. Впрочем, юговская масса или болгарская, или венгерская была подешевле. Поэтому, то есть цена очень точно ранжировала качество и класс записи. Но, допустим, если мы будем говорить об одной пластинке, то предполагалось, что она на любом проигрывателе будет играть сообразно цене этого проигрывателя, окей. Вот. Но я никак не думал, что головки, которые при этом считывают эту информацию, имеют такой огромный разброс, который я, собственно, сегодня вам покажу, и который делает, то есть отдаляет, опять же, оригинал, опять же, ту самую мастер-ленту, на которую писался Beatles, не знаю, Led Zeppelin, кто угодно, наши любимые исполнители, от того, что мы получаем у себя дома. И это ужасно. Кстати, о мастер-лентах. Мне как-то какой-то апологет магнитной записи говорил, что я слушаю только мастер-ленты. Я у него спросил: дружище, почем Dark Side of the Moon мастер-ленту дашь? Послушать, просто чисто погонять интересно. У тебя на 80 миллиметров или на 35 она записана? Сколько стоит? $1 миллион или может за 500 000 где-то? Если за 500 000, это дешевка, это не мастер-лента, это не та мастер-лента, это вонючая жалкая копия. Да. Это, конечно, так... Это сарказм. Какие мастер-ленты? О чем вы говорите? Люди называют мастер-лентами то, что кто-то скатал, собственно говоря, с пластинки. Вот это первая копия. Потому что мальчики переписывали, скажем, из простых семей, необеспеченных особо, переписывали по 2-3 раза. И от записи оставалось одно шипение. Еще раз, если что, удаляюсь в эту... Я думал об этом видео, как вам его подать. Просто я хочу показать степень своего разочарования. Я полагал, что головки по-разному будут звучать. Хорошо, в каких-то нюансах. Причем они стоят безумных денег. Качество какое-то особо хорошее, но то, что тупо на АЧХ видна разница, записано при прочих равных условиях, с одной и той же пластинки. Собственно, пластинки у меня 3. Я вам покажу результаты сканирования, допустим, только одной, потому что она наиболее наглядная и показывает полный диапазон частот. Но вы мне просто поверьте, что я имею некое представление о метрологии, в этом, некоторое. Я не метролог. Николай Сухов, он метролог. Кстати, об этом мы еще поговорим. Кстати, следующее видео я планирую сделать о различии корректоров. Там тоже картина, прямо скажем, не оптимистичная. Итак, у меня были 3 пластинки. Давайте я вам сразу их
покажу. Вот сайт Discogs, на котором я вам покажу, какие пластинки я использую для тестирования этого процесса. Вот на этой пластинке записан розовый шум до 20 кГц. Ну, здесь по-немецки, я не буду вас утруждать переводами этими. Далее, на вот этой пластинке записан белый шум, но до 10 кГц. Ну и вот эта пластинка от Artophon, на ней записан свиптон в диапазоне 800 Гц, 50 кГц, который я вообще не использовал в этом видео, потому что мне оказалось это неудобным для того, чтобы вам это все продемонстрировать. Ну и теперь давайте перейдем к представлению, собственно говоря, картриджей. Первый из картриджей это был, допустим, Artophon 2M Red. Ну вот он, предоставленный компанией Artophon, за что я им глубоко благодарен. Это картридж MM. Также Artophon MC Quintet Red. Тоже спасибо компании Artophon. Кроме этого, у меня был картридж Artophon родной от этого проигрывателя. Он назывался как-то странно 8-10. Я вам покажу здесь картинку его. Вот. И еще у меня имеется Yamaha проигрыватель с картриджем ITN91. Также у меня есть записи, некоторые записи на проигрывателе Ario. У меня стояла головка IT311, насколько я помню. Я еще уточню это чуть позже. Итак, давайте рассмотрим кривульки, которые были получены в результате сканирования на одном и том же проигрывателе. Ну, причем в имени файла я указываю сначала проигрыватель, потом головку, потом корректор. На одном корректоре была снята эта информация. Вот что я получил. Вот перед вами сканы. Прежде всего, это 2M Red. Вы видите, красный он выделен, вы видите какой-то нереальный подъем сверху. Это не что иное, как контур, образованный головкой, собственно, и емкостью кабеля, который соединяет головку с предусилителем корректором. Как Сухов говорил, что его система рассчитана на непосредственное подключение внутри проигрывателя на минимально длинных проводах. Так оно, в общем, и получилось. Вот этому подъему я обязан, собственно говоря, вот этому длинному проводу, но я хотел все испытывать в одинаковых условиях, поэтому не встраивал туда корректор. Хотя, может быть, я к этому еще и приду, посмотрим. И решит ли эта проблема, тоже не очень понятно. Все-таки какой-то минимальный контур образуется, он просто сдвигается, я вам покажу сейчас это все на графиках тоже. Итак, это 2M Red, новый картридж. Вот Q-Red, это MC. Q-Red, напомню, это MC. Он имеет вот такую вот АЧХ, то есть она вообще близка к идеальной. Вот 20 кГц вы видите. 20 кГц, вот до 20 кГц, как эта пластинка позволяет. И резкий обрыв, это говорит о том, что нет продуктового искажения здесь, потому что вот у Yamaha, например, с картриджем TN91 какие-то нереальные послезвучия, ну не послезвучия, а гармоники, которые сформировали достаточно высокий уровень сигнала, выше 20 кГц, то есть уже того, где вообще ничего уже не было. То есть она это все придумала. То есть это очень плохо. Очень плохо. Даже торрент с ORT OM810, вот этим картриджем старым, который был оригинальный в торренте, когда он ко мне попал, он имеет совершенно вменяемую характеристику. Вот вы видите на графике зеленого цвета. По низким частотам все эти картриджи заметно не отличаются. Чувствительность я прошу вас тоже не анализировать, поскольку я писал, подбирая уровень по каким-то своим критериям, и с желанием немного разбросать, чтобы кривые были видны, были не менее нормально. И вот если отключить, допустим, эту с контуром головку 2M Red, то получится, на первый взгляд, похожие кривые. Но при этом Yamaha заметно валится после 10 кГц и имеет продукты искажений выше
Ну, Yamaha, я имею в виду картридж TN91. Так, картридж старый Ortofon имеет небольшой подъем, тоже очевидно обусловлен этим контуром, который просто смещается немножко выше. И Curette головка MC от Ortofon, тоже новая, имеют тоже вот близкие к идеальным. Ну, можно сказать, что какой-то небольшой подъем в конце диапазона у нее есть, но это совершенно незначительно. Вот такие вот дела, дорогие мои. Сейчас я перейду к программе Reaper. Я на ней записал несколько тестов на все эти картриджи. Записал музыкальные тесты с одного и того же набора пластинок, допустим, понемножку. Но хотя это достаточно длинная получится дорожка. Но для того, чтобы на ней показать еще кое-что и о картриджах, и о пластинках. Момент. Ну что ж, перейдем к программе Reaper, для того, чтобы я вам мог продемонстрировать реальный звук этих картриджей с реального проигрывателя, с реальных пластинок. Начнем опять же с того же самого шума, который мы видели в графике в программе Rev. Я вам покажу, как он выглядит здесь в сравнении этих картриджей. Итак, перед вами кривая осиха и список картриджей, участвующих в тестировании. Это, кстати, белый шум. Видите, наклон его такой, потому что здесь установлен наклон для визуализации, лучшей визуализации музыкального материала, но он нам не помешает. Важно, что должна быть палка. Белый шум был до 10 кГц. Здесь дальше сигнала реально нет, и все, что здесь навыдумывано, это, в общем-то, продукты искажения. Вы видите проигрыватель Yamaha с картриджем ATN91, проигрыватель Torrens с головкой 2M Red новой, проигрыватель Torrens с головкой ORT OM8 старой, Q-Red Ortofon головка новая MC и старая головка на проигрывателе ARIA AT311EP желтым цветом обозначена. Вы видите, что до 10 кГц, ну практически они идентичны, ну может быть до 8, вот так скажем, килогерц. А выше уже начинаются неприятности, конечно, которые можно анализировать. Для этого эта программа очень удобна, в общем-то. Можем продолжить просмотр этого действия, так сказать. Итак, вот он перед вами. Еще раз этот график. Это левый канал, это правый канал, в общем-то. У меня оно здесь звучит по-разному, у вас оно должно звучать одинаково. Вот такие вот дела. На мой взгляд, это не очень полезная информация в плане того, что до 10 кГц только, а самое основное, дальше ужас мы увидим на розовом шуме. Вот он, этот розовый шум, вот, кстати, наклон этого графика, где образуется, я его лучше сейчас уберу, для того, чтобы... Вот вы видите реальный наклон розового шума, как он должен быть, и картриджи, кроме Арии у меня нет этого материала. До 20 кГц это примерно тот график, который мы с вами рассмотрели в программе Rev. Тоже до 8 кГц все примерно идет хорошо, дальше идет все, к сожалению, ну, довольно нехорошо. Дальше мы будем слушать музыкальный материал, для этого я изменю визуализацию обратно на 4,5. Вот, и послушаем как звучат разные пластинки на этих разных картриджах. Я буду включать-выключать разные кривые, для того, чтобы вы могли более детально что-либо рассмотреть. Итак, поехали. Первой пластинкой будет Count Basie. Давайте, кстати, я вам покажу эту пластинку, потому что она того стоит, между прочим. Count Basie, это у меня, наверное, в разделе джаза лежит. Count Basie, вот эта пластинка. По идее, это оригинальная пластинка, записана она очень хорошо, что я вам сейчас, собственно говоря, и покажу. Ну, на одной только композиции, разумеется. Давайте послушаем, как звучит эта пластинка. Слушать мы будем очень умеренной громкостью, для того, чтобы не бесить YouTube лицензионными правами. Вот вы видите шорох пластинки. Еще раз давайте-ка я вам покажу его. Вот иголка уже на пластинке, и вот каждый картридж реагирует вот так вот на шумовую дорожку, скажем так.
Что я могу отметить, что вот Ария, пожалуй, с головкой IT311EP больше всех теряет на высоких частотах. И это виновата не Ария, скорее всего, все-таки, а именно головка. В чем причина, я не могу сказать. Эксплуатировал я ее не очень много и очень аккуратно, но тем не менее ее сигнал явно выделяется среди всех остальных. И можно сказать, что хуже, просто хуже всех. С большими искажениями, как мы видели на реальном сигнале генератора в розовом шуме. И в то же время с завалом по высоким частотам. Поэтому я предлагаю ее просто Арию выключить из нашего списка, чтобы она не мешала развлекаться, и рассмотрим остальные. Ну, я бы сравнил как эталон с головкой QRED MC головкой, которая здесь позначена белым цветом, остальные головки. Скажем так, это работает наиболее ровно и правильно. Как видите, частотный диапазон далеко валит за 20 кГц. Причем мы убедились, что на реальном сигнале розового шума этих сигналов у этих головок не было, поэтому можно предположить, что это не искажение, а больше все-таки некий контент. Как он туда попал, это уже другой вопрос. То есть пишется, видимо, пластинка без ограничений по высокочастотному диапазону. Что еще можно отметить? Старый OM8 имеет какой-то заметный подъем, скорее всего, обеспеченный входным контуром головки. А вот синеньким выделен 2M Red головка, новая ортофон, которая не повторяет в точности вот выше ну, собственно говоря, это уже далеко за 20 кГц. У нее начинаются различия с головкой QM Red. При том, что уровни у нее на низких частотах у них, у этих двух головок. А давайте, кстати, их сравним две вместе, для того, чтобы нам остальные не мешали. Вот оставим головку 2M Red и Q Red. Здесь примерно одинаковый уровень, но немножко разнесен при записи, а другой просто немножко выставил. А кверху можно сказать, что валится MC головка, либо задирается MM головка. Ну, к сожалению, я полагаю, что это задирается MM головка и к эталону ближе. Все-таки MC. Ну, и она и стоит в 3 раза дороже. Поэтому вот такой вот график мы с вами увидели здесь с этими головками. Давайте перейдем к рассмотрению других. Что у нас? Yamaha тут была, тут OM был. Ну, наверное, Арию я не буду включать. Пускай будет 4 кривых только. Это мы рассмотрели Count Basie с его оркестром. Сейчас посмотрим, как играет Бетти Дэвис, моя любимая певица, на новодельной головке. Опа, а вот теперь посмотрите, дорогие друзья. Посмотрите, да даже холд можно не включать. Вот этот вот задир, который здесь идет, его, естественно, не должно было быть. Еще раз, нулевая дорожка и сразу задир. Вот такой бешеный задир, причем, а если здесь еще и убрать сглаживание, вот так я выберу сглаживание для того, чтобы вам его показать. Это новодел. Что такое новодел, друзья мои? Это, смотрите, что происходит. Какой величины пик на частоте 22 кГц. В верхнем левом углу вы цифру видите это. 22 кГц, 23 кГц. Ну, так смотреть не очень удобно, я все-таки включу сглаживание 1/12 октавы. И этот пик все равно есть. То есть понятно, что вы его не слышите. Большинство техники его толком и не воспроизводят. И вы не слышите. Но там и не было ничего. То есть это какая-то жуткая модуляция, которая вызвана, скорее всего, использованием
в общем-то, для создания этой пластинки использование какого-то дешевого файла, может быть MP3, может быть некачественного другого цифрового формата. Но очевидно цифрового, потому что в аналоге само по себе 23 кГц появиться не должно было. И вот эта вот жуткая штука, которая, ну, скажем, делает эту пластинку не кондиционной, на мой взгляд. Ну, давайте дальше перейдем, прослушаем другие пластинки. Вот следующая пластинка тоже BTDS, тоже новодел. Тут есть пичок, ну, пожалуй, что и нету. То есть он где-то там появился, ну, давайте еще раз это. Почему-то на одном проигрывателе только он появился, на других не было. И сейчас можно сказать, что чистенько работает это все. И контент выше 20 кГц есть, что говорит нам о том, что, ну, в общем, запись довольно качественная. Причем, что любопытно, но все картриджи здесь ведут себя более-менее похоже. Хотя нет, все-таки синий и фиолетовый имеют заметное различие. Да, обеспечено, еще раз повторю, входным контуром, образованным головкой и длинным кабелем, которым я корректор подключил. Давайте пойдем дальше. Дальше мы послушаем новодел Куртис Майтл. Был очень... Опа, опять этот пичок, вы видите. Был этот автор очень популярен там в 75-м, помнится, году. У меня была его оригинальная пластинка, и сейчас я приобрел такую же, но только новодельную, и вы видите, что происходит. То есть это опять 23 кГц пичок, который я сейчас сгладил, но он опять будет 20 дБ, не меньше. То есть это говорит о том, что это продукт какой-то перезаписи, чудовищное преобразование, причем бестолкового и портящего музыку. Преобразование, да, при записи пластинки допущено. Следующая композиция, хочу вам показать. Ой. Это, видимо, Дэйв Брубек. Мне просто неудобно здесь листать, я вам хочу этот экран же показать. Дэйв Брубек. Пластинка новая, но очень качественная, дорогая, качественная пластинка, ну неплохая, качественная пластинка. Вот как звучат барабаны на этих самых разных картриджах. Еще раз хочу отметить, как звучит MC картридж. Он далеко выше всех, копает до 40 и выше килогерц. Зачем это нужно, я говорил в своих видео, сейчас не собираюсь это обсуждать, это не нужно никому. Следующее послушайте, давайте Локомотив Грейт Туризма, как представителя венгерской пепиты, как это все записано вот с этими картриджами. То есть все-таки на каждой массе по-разному картриджи себя ведут. Ну, конечно, речь идет о диапазоне в основном выше 10 кГц. Ну, мы с вами говорили о 8 кГц, до куда они, вот, кстати, сейчас видно, работают идентично, даже ниже, вот, до 7 кГц. Выше начинаются разброды шатания, и в чью пользу этот разброд шатания? Ну, придется полагать, что в сторону MC картриджа от Ortofon, Q-Red. И он, разумеется, с корректором таким же, как остальные, только на 20 дБ больше коэффициентом усиления. Вот такой вот локомотив у меня записан. Следующее у меня будет записано Омега. Тоже представитель пепиты, но совершенно по-другому записанная. Очень интересно, очень хорошо, с насыщенным синтезатором, что очень приятно делает ее прослушивание для нас с вами. Поэтому рекомендую после того, как я выложу видео с полным набором этих треков, рекомендую вам его послушать. Ну и в конце предлагаю послушать вот что. Ну, собственно говоря, это Pink Floyd. Это Pink Floyd, опять по-разному ведут себя картриджи на этой музыке. Это первая композиция из альбома Metal, моего любимого альбома. Тоже якобы оригинальный диск, якобы оригинальный, но у меня нет полной в этом уверенности. То есть тех лет, old school, так называемый.
И тоже можно посмотреть, как по-разному картриджи показывают работу этой композиции. Вот такие дела, друзья мои. Я долго думал, как мне показать вам этот материал, и придумал вот такую штуку. Я включу музыку с глубоко обрезанными низкими частотами для того, чтобы вы не наслаждались музыкой, а принудить вас как бы скачать материал по ссылке, которую я дам на Google диске. Видеоряд будет вот этого именно экрана с перечнем картриджей и с демонстрацией их работы на этом наборе треков. Если этот формат вам понравится, будем продолжать. Качать там очень много. Хоть я и сжимаю это всего флаг, но однако 96 кГц 24 бита. Поэтому объем файликов такой себе в гигабайтах меряется. По-моему, 9 гигабайт вся коллекция вот эта вот. Но я полагаю, что вам не нужна вся. Вы выберете какую-то одну, допустим, композицию и скачаете файлы, которые записаны были с применением различных картриджей. Напомню, что имена файлов будут состоять, первая фраза, это имя проигрывателя, в частности, это может быть Torrents, Aria или Yamaha. Второй символ будет наименование головки, в частности, QRED, вот тортофон, понятно. И третье это, кстати, предусилитель, корректор, который при этом использовался, но для записи вот этого теста я использовал корректор Николая Сухова, как, на мой взгляд, наиболее прогрессивный. В общем-то, у него нет конкурентов, я полагаю. Ну, естественно, на MC головку такой же предусилитель с большим коэффициентом усиления. Это другая версия, скажем так, этого предусилителя. И далее идет имя композиции. То есть найти будет довольно несложно. Вы увидите просто лист перед собой, выберите те, которые вам надо, скачаете. Под это видео в каком угодно источнике подложите просто доступным вам способом аудиофайл скачанный. И сможете посмотреть, как это все работает на разных картриджах. Какое в этом всем я бы хотел сделать резюме? Обычно я не делаю резюме, но сейчас я могу сказать, что, во-первых, я расстроен. То есть сдохла догма, на которой я жил все это время. Я полагал все-таки, что головки, еще раз повторю, различаются не буквально по ЧХ, как мы здесь видели, а по каким-то нюансам, понимаете? То есть я полагал, что важно будет не что подать, собственно, не сколько подать, а как подать. Ну вот это тот самый случай, когда удалось инструментально показать различия, визуализировать различия. Не надо тут говорить теплые, кислые, холодные, жесткие, мягкие. Вот оно. То есть АЧХ для грамотного человека, который понимает в системе координат, в общем, все довольно понятно. Может быть, я сумбурно все это излагаю, просто я рассчитывал совершенно другой результат, надо сказать. Да, я хотел оценивать какие-то отличия, вот копаться именно, почему все показывает типа одинаково, графики, а звучит, допустим, по-разному. Причем разные звучания я, конечно, слышал сам. И хотел вот это именно обсудить. Но оказалось, что оно просто уже визуализировано и без меня, без моего вмешательства. И это плохо. Это значит, что... Но это не значит, что мой любимый проигрыватель с моей любимой головкой, допустим, это была Vega 106 с головкой, как она, M100 называлась, да, что она была пределом мечтаний. Возможно, она валилась, как здесь вот валилась аудиотехника. Вот. Кроме того, напомню, что по уверениям специалистов головка иголка живет не более 1000 часов. Причем, чем головка качественнее, лучше, тем обычно она живет меньше. Поэтому вы должны понимать, что если вы гоняете там по часу в день проигрыватель, то через 3 года, значит, видимо, головку надо менять, иначе вы будете видеть картину несоответствия возможностям пластинки с возможностями этой головки, этой иголки, именно иголки. Хорошо в головках, там можно иголку менять, именно покупая ее отдельно. А вот с MC такое не прокатит, там, конечно, головка сдыхает целиком. Причем есть у меня подозрение, что делает она это быстрее, чем MM. Ну, во-первых, там обычно заявлен больший
вес, который на иголку надо установить. И вообще это более тонкая конструкция. Хотя, собственно, иголки, допустим, этого алмаза, который идет по пластинке, это вроде бы не касается, там одинаково, что MM, что MC могут быть. Ну, короче говоря, я не собираюсь вдаваться в технологические подробности, потому что я не технолог и плохо понимаю в построении этих иголок, картриджей и так далее. Меня интересовало современное состояние дел, во-первых, с грамм-пластинками. Я вам показал чудовищные вещи. То есть мое утверждение, что пластинки часто катают с MP3, потому что просто лениво искать какой-то другой материал, да и где они его найдут. Ну, старых каких-то композиций. Современные, понятно, там реально можно хай-рез записать в студии, но это тоже такой сомнительный вопрос. Ну, короче, мы сейчас обсуждаем эту грамм-запись. И, кстати говоря, о грамм-записи. Еще один аспект. Значит, я декодировал это все, оцифровывал файлы 96 кГц 24 бит. То есть это формат выше студийного, допустим. Студийный формат 44 кГц 24 бита. Я хотел получить диапазон выше, до 50 кГц, именно для того, чтобы показать вам, что там еще полно информации. И это не значит, что вы ее должны слышать. И это не значит, что там кто-то играл. Она есть, это те самые обертона, которые формируют фронты сигналов, во-первых. Вот. А во-вторых, гармоники, которые, собственно, составляют скажем, не основное тело сигнала звука, но и без него, как я уже говорил, без фронта, например, если отрезать у любого сигнала фронт и гармоники, то вы не угадаете, какой-то инструмент звучит. Вообще, любой, хоть голос, хоть там барабаны какие-то, неважно. Вот если дать вам фрагмент тона записанный, вы его не опознаете, потому что все сигналы мы воспринимаем как фронт, во-первых, то есть вот это один фронт, вот это другой фронт, у него разный частотный спектр, и вы это увидите, услышите и различите. А если обрезать вот этот щелчок и оставить какое-то там шуршание пальца, это короткий сигнал, понятно, я же говорю о длительных каких-то сигналах. Там флейту от рояля, от скрипки не отличить, если все пообрезать, понимаете. Так вот этот вот материал, который выше 20 кГц, вот он нужен именно для этого. То есть правильное его отображение нужно именно для большей достоверности звучания. Такие дела, дорогие друзья. Я боюсь, что мне лениво будет в это видео вставлять вот этот вот видеоряд. Я его запишу отдельным видео, выложу, потому что я это видео хочу скорее опубликовать, для того, чтобы вызвать вас на дискуссию. Может, кого-то разочарую так же, как разочаровался я. Может, наоборот, кто-то мне скажет: да ладно, забей, все нормально. То есть на каком бы проигрывателе мы не слушали, там диск какой-то определенный, конкретный. Диск, кстати, Led Zeppelin я здесь записал, и почему-то забыл вам его показать. На этой штуке, в этой серии. Вот у меня есть оригинальный диск Led Zeppelin тех пор, например. Вот где ты его не поставь, говорят люди, на какую, он в состоянии, конечно, бытовом таком, рабочем, прямо скажем, но вполне прилично слушабельный, как сейчас говорят, на Атлантике записано как положено. Короче говоря, как его не поставь, он все равно будет тем самым Led Zeppelin. Да. За всем пока, друзья мои. Я был очень рад, что я записал это видео. Я был бесконечно расстроен тем, что я получил. Однако жду от вас какой-то фидбэк. Давайте обсудим. Сзади это у меня елочка. Это уже второй адвент был вчера. Новый год скоро. Вот такая вот у меня елка. Там еще шапка снизу лежит. Может быть, я ее одену, может быть, нет. Всех благ. Auf Wiedersehen, дорогие мои.